Представители знака зодиака Близнецы. Приветствую вас на канале Таро Эспирационе. Таро прогноз гороскоп ноябрь, первая половина ноября. Первые 2 недели ноября. Любовь и деньги. Почему? Да потому что 9 числа Венера у нас будет в знаке зодиака Весы. Она раскрывает новые грани чувственности. Это новая алхимия близости. Это где-то, знаете, примириться возможность, если, где-то вы не нашли взаимопонимания по прежним каким-то отношениям, даже если вы в паре долгое время и вроде ничего нового нет, но как-то вы по-другому прочувствуете друг друга. Вот есть такой элемент. Ну и деньги, понятно, тоже, как и по Венере, но с деньгами надо быть аккуратным. Не на первую половину ноября, как раз на первую половину ноября все прекрасно. И все относительно стабильно. А вот конец ноября, пусть это мы немножко забегаем вперед, но я говорю для того, чтобы траекторию финансовую, как будто нам следует учесть, куда-то не потратиться или что-то не приобрести малонужное или вообще ненужное, или о чем мы впоследствии пожалеть можем. Потому что, видимо, конец ноября, декабрь, там вот варианты по финансам могут быть. Те варианты, когда мы себя словно можем похвалить, если будем рачительно рассчитывать эти финансы в первую половину ноября. Вот есть такой элемент. Ну, давайте мы с вами узнаем. Достанем 3 карты. Это будет у нас сегодня, не сказала, новая колода Golden Таро, золотого Таро. Долгое время мечтала купить эту колоду, приобрела. В конце концов, сделала себе расклад, думаю, вам тоже интересно. Первая карта, главное событие. Что вот основное? Или событие ближайшего будущего, вот так назовем. Вторую карту достанем. А может быть и события ближайших дней, вот дня даже, в один день может какая-то история, которая тянулась очень долго, что-то разрешится. Вот здесь такое возможно. Давайте будем смотреть. Главное событие. Ну, шикарная императрица. И неважно, кто меня смотрит, мужчины и женщины. Правда, Венера на вас волшебным образом влияет, как договориться со всеми, как, может быть, решить какие-то вопросы касаемо вашей семьи, вашей пары. Все-таки Венера будет добавлять нам возможности что-то изменить в нашей личной жизни, чтобы быть счастливым. Вообще, в целом, ноябрь – время ясности, завершения каких-то бесконечных ожиданий, может быть, прояснение каких-то недоразумений, это в том числе и касается отношений. Это когда нам просто надоедает в чем-то сомневаться, мы хотим ясности, и вообще в целом мы свою жизнь упорядочиваем. Это относится абсолютно ко всем. Даже если мужчины меня смотрят, мои дорогие мужчины, значит, и у вас где-то эта самая чувственность, она просыпается. Каждый ощутит Венеру в весах, когда захочется быть счастливым, когда не захочется личную жизнь отодвинуть, поставить на второй план. Хотя у кого-то в целом это благополучие, возможности, это карта власти, но власти доброй, поэтому может проиграться как дипломатия, да, и возможность какие-то вопросы решить касаемые дел. Почему нет? Особенно финансовые вопросы. Прекрасно. Или по недвижимости. У вас прекрасное время, мои дорогие близнецы. Используйте его, потому что есть вариант со всеми договориться, а если вы хотели поменять жилье, то значит что-то приемлемое, и то, что вы хотели, вы вполне можете найти. Как и по финансам, как будто вопрос уладится, также он и по вашему желанию, что бы вы хотели, допустим, на что поменять. По этой карте также у нас проходит для кого-то из вас, девочки мои дорогие близнецы, как материнство или известие о беременности, может такое проиграться тоже. Ну вот все то, что в целом наше благополучие, личную жизнь, любовь, все вместе объединяет. Но это все про стабильность. И надо сказать, очень хороший момент с 4 числа. Сатурн, планета порядка, какой-то структуры, уже возвращается в прямое движение. И для нас, для всех будет немножко полегче. После октябрьского периода коридора затмений все встает на свои места. День за днем, спокойно, уверенно мы идем вперед, к благополучию. Шикарно, мои дорогие. События ближайшего будущего. Знаете, вот если была какая-то двойственная ситуация, непонятная,
по любой теме жизни. Либо это личная жизнь, может быть, у кого-то иногда проигрываются вопросы здоровья, для кого-то оформление документов, для кого-то выход из какой-то сложной ситуации, выход из кризиса. Я называю, пусть не в этой колоде, но суть-то этой карты, она передается во всех колодах. Так вот, я ее называю выход из лабиринта. Это когда мы не знали, как действовать, а здесь, видимо, правда, что-то упорядочивается. Может быть, помимо даже, где-то нашей воли, какие-то обстоятельства нашей жизни, они становятся на свои места. И это, может быть, будет сопряжено с изменениями и внешнего порядка. У кого-то изменения в законах, может быть, той местности, где вы находитесь, или в принципе где-то больше понимания. Может, кстати, или могут проиграться те вопросы, которые у вас были актуальны еще в 18 году, в 19, в 20 даже, не только в этом. И вот, как, знаете, возможность осуществить какую-то мечту. Может быть, вы к чему-то приступали, но у вас не хватило либо возможностей, либо, как, знаете, вот бывает такое, мы пытаемся двигаться вперед, но мы словно упираемся в стену. А вот здесь сами по себе какие-то варианты приходят, и мы можем осуществить то дело, которое было на паузе длительное время. Для кого-то из вас это может быть еще и решение ваше в отношении финансов. Все-таки ваш Меркурий и по 10 число ориентировочно Меркурий вместе с Марсом, он в знаке Скорпион. Скорпион это знак мистики, тайн, всего непонятного, это где-то больше интуиция. И это заканчивается с 11 Меркурий переходит в Стрельца. И здесь больше ясности понимания какого-то прогресса именно по финансам, и нам говорят, что просчитать вот определенно мы тут что-то сможем. И если какая-то прежняя ситуация финансовая, может быть и так для кого-то, или та ситуация, которая касалась работы вашей, каким образом к вам приходят деньги, как я их буду зарабатывать, здесь тоже что-то для вас может проясниться. Отчасти благодаря приложенным вашим усилиям. Давайте мы события еще и одного дня. Больше мы тут на сохранение, безусловно. В любой колоде карта жадины, когда вообще четверка монет или четверка пентаклей, это карта уверенности, это карта якоря, когда у нас все под контролем, когда нет каких-то сюрпризов и синкоп, когда ничто не нарушит наше благополучие, спокойствие, разве что только в знаком плюс. Когда мы сохраняем то, что мы уже имеем, это то, на что мы можем опереться. В принципе, у вас сильная позиция, мои дорогие близнецы. Наверное, самое время какие-то приятные изменения вносить. Давайте вот мы узнаем неожиданные события. То, чего мы не ждем. Первая половина ноября. Неожиданности. Вообще прекрасно. Туз кубков – это какие-то возможности. Правда, про любовь. Видимо, тема отношений для вас, мои дорогие близнецы, будет очень актуальна. Причем тех отношений, где все отчасти рассчитано, отчасти прогнозируемо, где все ясно, где нет какой-то недосказанности, где нет двойственности, где есть туз кубков. Это карта радости, карта счастья. Где-то еще и удачи. Это карта приятных эмоций. И новой, конечно, алхимии близости. У кого-то вот Венера в весах проиграется, по полной программе. Какая-то любовная ваша история вас захватит с головой. Может быть такое. Или даже если не будет вот чего-то такого импульсного, но будет, безусловно, способ или возможность порадоваться, что что-то у вас как будто либо вопрос какой-то решится, может быть, отчасти и по недвижимости, ведь по карте императрицы важно все. Хотя по карте императрицы важны наши честолюбивые планы, отчасти тоже, но мы больше рассматриваем все-таки с учетом туза кубков, это в личной жизни какая-то либо какой-то прорыв, либо какая-то ситуация у вас решится, либо даже уже в сложившихся отношениях какие-то новые возможности. Есть радость в первой половине ноября для вас, мои дорогие близнецы. Поэтому это в неожиданностях хорошо. А какие же тогда, что нас будет радовать, что нам будет помогать? Правда, праздник.
праздник после победы. И здесь нам как раз показывают о том, что у нас все под контролем. Четверка жезлов. Вот посмотрите, что четверка пентаклей, что четверка жезлов. Это как два якоря, как две уверенности. Самое время находить выход из лабиринта. Шикарный прогноз, я бы сказала, и первая половина ноября для вас будет очень значима. Равно как и в любви, правда, что-то прояснить, даже если, я понимаю, невозможно, что для всех представителей знака зодиака Близнецы какая-то бесконечно счастливая история. У каждого на повестке дня свои какие-то актуальные вопросы. Но главное сделать так, как именно вам хочется. Чтобы вы были счастливы, возможность определенно будет. Ну и по деньгам нам все-таки больше деньги как будто будут, но рачительным хозяином следует быть. Но кто знает, нам еще выпадает четверка жезлов, и поэтому дважды, наверное, вы контролируете как и финансовую свою историю, так и сможете просчитать что-то на будущее. Есть тоже праздник после победы. Есть все варианты, мои дорогие близнецы, смотреть в будущее с оптимизмом, по крайней мере, на первую половину ноября. Будет больше вдохновения, больше каких-то возможностей, больше легкости будет. К этому времени уже как-то Сатурн в прямом движении отстроится тоже. И поэтому вторая половина месяца для вас может означать какие-то очень важные события. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.